факт-чекеры, да, вот типичный представитель человека, которого учили на курсах значит, критического мышления. Ну, вот, потому что когда вы пишете в комментарии в Фейсбуке там что-нибудь, ну, к примеру, что ковид это большая афера, то такой человек, вот его легко всегда вычислить, потому что он приходит и спрашивает вас, есть ли у вас точные доказательства, покажите, значит, список там, и так далее. Когда вы начинаете что-то там говорить, он каждый раз, значит, вот увеличивает ваши издержки на то, чтобы вы там предоставили ему какую-то информацию. Еще, потому что на самом деле информации может быть много. Вот, везде он делает, значит, там попутное замечание, что, значит, это может быть там информация неточная и так далее, и придирается, короче говоря, вместо того, чтобы искать, так сказать, истину. Так вот, поскольку таких знаний у нас нет, ну и, соответственно, мы не умеем отличать абстрактные структуры, созданные в нашей голове, существующие только в нашей голове, от реальных каких-то вещей и событий. Вот. Иначе говоря, пока существует идея абстрактного государства, да, с квадратиками и стрелочками, как я это называю, то есть там вот президент, от него там стрелочки, и к нему там стрелочки, вот парламент, от него стрелочки и так далее. Вот такого вот рода, то, что обычно описывают в конституциях, когда описывают, значит, структуру власти. Вот так вот, пока вот это существует отдельно от, так сказать, реального наполнения, вот, и мало того, существует идея о том, что вот эти стрелочки с квадратиками есть что-то самостоятельное, а не есть аналитическое описание того, что есть, да, то, в общем-то, бессмысленно о чем-то говорить. То есть вот здесь вот эта вот игла находится. Да? То есть я знаю, где она находится, но достать ее оттуда и поломать я не могу. Ну, вот, потому что нужны очень большие как бы, изменения в способностях людей видеть очевидное. Да? Но для начала надо понять, что любое такого рода аналитическое описание, оно есть как бы оно следует позже, нежели реальная структура. То есть вот вы сидите и вот изучаете, значит, там каких-то зверушек и записываете себе в тетрадочку, значит, вот вы там Карл Линней какой-нибудь, вот, и вот вы, значит, там пытаетесь найти что? Закономерности какие-то, да, вот в этом мире. Вот, вы изучаете их там строение, скелеты, их образ жизни, там и так далее, циклы там различные размножения и прочее, прочее, прочее. И все это, значит, записываете в тетрадочку, а потом что делаете? Классифицируете. То есть вы находите какие-то общие признаки, вот, и расставляете их, значит, в какую-то табличку, значит, себе заносите. Так вот это есть результат, вот эта табличка вашего предыдущего как бы анализа, да, многотрудного, где вы анализировали вот этот живой мир и пытались найти там закономерности, и вы их нашли в виде таблички. И она, конечно же, идет, эта табличка, следует после вашей всей деятельности. И вы прекрасно понимаете, что то, что вы создали, это хорошо, конечно, но это не есть исчерпывающий, окончательный вариант. То есть могут быть более, как бы, наверное, лучшие таблички, более, так сказать, информативные, там обладающие большей, так сказать, предсказательной какой-нибудь силой или еще чем-нибудь. Ну, то, что вам нужно. Вот. Так вот, в мире политики все наоборот. То есть там сначала рисуется табличка, а потом под нее животный мир подгоняется. То есть и считается, что это нормально, понимаете? Считается, что это нормально. То есть я когда писал очень давно текст под названием «Реальная Конституция Украины», вот, я имел в виду именно вот эту проблему. Да? То есть на самом деле взять аналитически, описать в таком виде сатиры, как действительно устроена вот эта вот наша украинская власть и общество. Вот. То есть, потому что с реальной конституцией ничего общего, конечно же, реального устройства наше общество не имеет, понимаете? А люди верят в наличие вот этой реальной, в реальность этой таблицы, да,
и передвигают там квадратики, стрелочки, а давайте-ка мы здесь, а давайте-ка мы этого туда, а давайте-ка мы вот этого, значит, а давайте-ка у нас там, не знаю, парнокопытные будут теперь, значит, не парнокопытные там какие-нибудь, а еще что-нибудь такое давайте сделаем. Да, но парнокопытные, блин, как были парнокопытными, так они остались после ваших всех этих изменений. Вот. То есть, в принципе, подход вот такой, он категорически не верит. И это маска, которая позволяет государству много-много веков на самом деле сохраняться. Вот. То есть, что государство есть не люди конкретные с их интересами, там, которые составляют реальную структуру реальной власти, а некая абстрактная фикция, вот, некая картинка, некие полномочия, вот, которые существуют в сферически, значит, вакууме где-то, и которые сами по себе хороши, вот только людишки подкачали. Вот. Ну, виной этому всему, на самом деле, еще древние греки, которые придумали свои магистраты. Вот. Это одна из причин, почему я как бы довольно критично отношусь к республике. Вот. Хотя она, конечно же, лучше, чем государство. Вот. Это именно наличие вот этих вот абстрактных пустых, значит, коробочек, в которые мы можем вложить любого человека, и который должен там вот исполнять определенную функцию. Да. Вот функции еще приписывают какие-то, значит. Вот. С точки зрения как бы разделения труда, действительно, если мы посмотрим на общество, мы действительно там найдем какие-то коробочки, мы действительно там найдем какие-то функции. Вот он слесарь третьего разряда, который, значит, там чего-то на своем станке точит, и вот он умеет делать вот от А до Б, да, или от А до В, там, в зависимости от его квалификации, или от А до К. Да, то есть мы вот этими буквами описываем широкий набор его функций или узкий набор его функций. То есть мы можем прописать его функцию, мы можем этого слесаря убрать, вот, и вместо него поставить другого, такого же, который подойдет нам под эту функцию. Да? То есть у нас есть вот это вот. Но мы понимаем на самом деле, что с другой стороны мы должны понимать, что как бы это и его коробочка, да, то есть вот описание, и его функции, это есть результат деятельности чьей-то целенаправленной, в том числе и его, по созданию некого продукта, там, и так далее, и так далее, и так далее. И вне общего контекста, ну, можно рассматривать, конечно, но это ничего не даст и никому не нужно. Вот. То есть есть у этого причины, а причины называются как бы, производство, вот, и есть причины появления именно коробочек и соответствующих стрелочек, там, и соответствующих букв, которые это все дело описывают, которое называется разделение труда. Вот. И современный человек, он это как бы, ну, что называется, нутром чует, потому что он живет в этом мире, да, он не может его вот изложить так, как я сейчас изложил, потому что ему не надо, да, он об этом не думал. Но, в принципе, он меня поймет, потому что он, ну, с этим сталкивается постоянно, каждый день своей жизни. Вот. И такая, как бы, аналогия, ну, перенесенная на государство, она это государство спасает, да, то есть речь идет о функциях государства, да, каких-то там. Вот. Речь идет о вот этих вот, значит, там квадратиках, куда можно любого, значит, засунуть, и он будет там функционировать согласно расписанию вот этому, значит, вот, и так далее, и так далее, и так далее. То есть пока вот это мышление существует, да, то сделать что-то с этим будет трудно. То есть оно идет, ну, от греков через республику, через в средние века, кстати говоря, оно практически пропадает на наше счастье, а потом опять выплывает в виде, значит, идей уже, так сказать, там, позднего Ренессанса, в виде их влюбленности в Рим и Грецию, и, как бы, соответственно, ну и более поздних времен. То есть мы же помним, что отцы-основатели тоже там косплеили Древний Рим. Вот. Где опять-таки была идея, что вот есть вот это пустые коробочки, куда надо засунуть просто каких-то людей, которые будут эти, значит, шестеренки вращать. Вот. Потому что в средние века как раз там все строилось на персональных отношениях, персональные клятвы, персональные там присяги, персональные договоры. То есть между вассалами и сюзеренами не было там такого шаблона, знаете, там приходит там юрист, разворачивает готовый, значит, договор, там еще мелким шрифтом, как обычно, что-то написано, самое важное. Вот. А такие, как правило, договора заключались всегда индивидуально, с индивидуальными уступками, там, привилегиями и так далее. Вот. И этот мир был очень персонифицирован.
Вот большая, кстати, ошибка современных историков и всех нас, что мы его рассматриваем все равно через призму вот этих коробочек, функций там, и так далее, и так далее. Потому что король в этой стране и король в той стране — это было два абсолютно разных короля. Вот это была ошибка англичан, когда они полезли в Ирландию, они искали там вечно королей, их там не было. Вот, и они королями называли вот этих, условно говоря, вождей. Давай, то есть на самом деле там тоже племен тоже там не было, вот в нашем понимании. Но какие-то люди, которые были более, выглядели более важными и богатыми, чем остальные, вот они их называли, значит, королями. Вот, но королями они, ну, им нужны были короли. Ну, вот. И, кстати говоря, был же прецедент, когда еще, по-моему, при королеве Виктории это было, боюсь соврать, может быть раньше, когда какая-то группа вождей индейских, значит, поехала в Лондон, вот, их англичане туда привезли, они там что-то подписывали, значит, то ли с королевой, то ли еще с кем-то, да, то есть вот, ну, нужен какой-то такой чувак, так сказать, подходящего ранга, да. Почему? Потому что я так мыслю, то есть вот я вот знаю, что должен быть вот у всех. Вот, если нету, то я его найду и кого-то назначу таким человеком. Вот. Так что вот такое вот мышление, когда, да, и, конечно же, Макиавелли, который со своим этим принцем, государем, значит, тоже возродил вот эту вот идею абстрактного государства, ради которого, собственно говоря, все и происходит. Да, и вот в России, кстати говоря, эта идея имеет пиковую абсолютно форму, вот, но в России и в Китае. Вот, то есть, где человек вообще как бы самостоятельная единица. Но его, собственно говоря, задача — это вот максимально услужить, значит, вот этой вот абстракции, да, вот этой коробочки, вот этой вот таблички, значит, классификации Линнея. Ради нее он должен там пожертвовать всем. Ну, а здесь, кстати говоря, в Украине сейчас это все тоже в полный рост. Вот, то есть должен бежать, значит, срочно, значит, хватать автомат и идти защищать что? Державу. Державу должен защищать, то есть потому что вот такая ситуация, война, то есть главное — это держава. И ради державы, то есть тебя можно там бусифицировать там, и так далее, при полном одобрении разных тетушек, значит, которые там из своих варшав это все дело, значит, одобряют, потому что им надо, чтобы кто-то державу защищал, да, то есть речь о защите там людей, ну, вот, о защите собственности, тем более, собственно, слово вообще не фигурирует вот, в этой лексике. Вот какая еще собственность державы, да, говорит, вот. То есть оно сейчас тоже, конечно, потому что, ну, все мы знаем, что война — это всегда как бы всплеск этатизма и его рост, который в дальнейшем, как правило, не спадает. Вот, к сожалению, то есть вот сейчас вот это самое страшное, наверное, что происходит сейчас с Украиной. Да, то есть то, что этот рост этатизма, и, скорее всего, он, если и спадет, то незначительно уже. Да, то есть сознание украинцев уже вот это дело очень сильно травмирует, потому что сознание, как я говорил раньше, это было гораздо более анархичным, гораздо более индивидуалистичным. Вот. Но сейчас его как бы вот переламывают через войну, через там, потребность служить державе, а люди же не думают над этим, там, специально не читают никаких книжек, не смотрят наш эфир. Вот, поэтому они не могут, они чувствуют, что здесь какой-то подвох, да, что что-то здесь не то, но они не могут найти аргумента для того, чтобы как бы возразить, да, то есть, ну, действительно, вроде как и надо, действительно, вот он лезет, этот Путин, как бы надо что-то с этим делать. Вот, черт возьми. А дальше, если он с этим уже там согласится, да, то есть он уже делает как бы моральную инвестицию в это все. Вот, и когда ему приходит человек и начинает уже приводить аргументы какие-то, он уже, ему уже жалко, да, у него уже сам кост его уже давит, вот, ему уже жалко своих, как бы, он же пережил там какие-то тоже моральные переживания, и вот ему их жалко терять, и, конечно же, он будет уже отстаивать эту точку зрения. Ну, поэтому, да, поэтому в этом смысле тяжело. То есть я думаю, что вот в этом как бы Кощеева игла, в наличии в нашем сознании вот этой вот абстрактной формы государства, вот, которая существует отдельно от наполняющих ее лиц. Да, у англичан есть хорошая поговорка по поводу этой утки, которая, значит, если она ходит и крякает там, и так далее, то, значит, вот это, наверное, оно. То есть это как раз другой абсолютно подход. Это правильный подход, которым нужно руководствоваться всегда. Ну вот, и он полностью противоположен, и он до некоторого момента, скажем так, спасал эти народы,
вот, англоговорящих, да, то от тоталитаризма. Но, как видим, ковидка показала, что все-таки не спас, что, так сказать, народная мудрость, так сказать, была подточена вот, многолетними усилиями леваков, которые там потихонечку уколами иголочек, так сказать, вот постепенно эти могучие организмы, в общем-то, потихонечку почти что убили. Вот. Но вот это именно тот подход, который нам нужен. То есть мы должны понимать, что любое абстрактное описание не существует отдельно от сущности, которую оно описывает. И более того, сущность всегда предшествует существованию его описания. Потому что для того, чтобы такое описание возникло, должен быть кто-то, у кого будет интерес познать эту сущность. Да? То есть тут сущность всегда есть раньше. То есть мы должны понять, что было сначала государство уже, да, то есть сначала были вот эти бандиты, которые там захватывали территории, и их не парило, там, как это все называется и как это все можно описать. Вот. И потом уже, потом через многие века вот, уже появилось, значит, описание, которое отдельной сущностью не является. То есть нельзя служить государству. Вот. Нельзя служить таблице Линнея, понимаете? Вот. Нельзя служить там, не знаю, таблице Менделеева или еще какой-то такой классификации. Вот. Можно служить людям конкретным, да, вот, там Зеленскому, там, не знаю, Трампу, там, Байдену, Путину, кому угодно. Вот. Но вот государству служить нельзя, потому что его нет, потому что это просто табличка. Вот это просто, значит, квадратики со стрелочками и так далее. А вот у нас оно существует, опять-таки, скажу еще раз, оно существует как самостоятельная сущность. Ну и Гоббса, конечно, я забыл, извините, это главный фигурант со своим Левиафаном, вот, который тоже внес огромный вклад в, так сказать, вот, в создание такого абстрактного государства. Кстати, заметьте, что очевидная идея брать, нам она кажется сейчас очевидной, да, потому что у нас в голове уже есть эта конструкция, разнести финансы государства от финансов монарха возникла очень поздно. Она возникла сначала в Швеции с появлением идеи государственного долга. Не было никакого государственного долга до этого, извините меня, это 17 век. А до всего этого момента, везде, где были у нас монархи, да, то понятие государственного долга не существовало, это был долг монарха. Но возникла гениальная идея у людей, а давайте-ка мы придумаем фикцию. Вот. Она уже тогда существовала, потому что уже потрудились товарищи, значит, Гоббс и Макиавелли над этим. То есть у прогрессивной общественности она уже знала, что такая фигня есть. А давайте-ка не король у нас будет должник, а государство. А государство будет должник у нас. Вот. И прекрасно, все, супер, нормально решили проблему. То есть пустое место теперь должно. Да, то есть клеточка в, значит, схеме со стрелочками теперь, значит, становится должником. Да? Вот. А характерно, что в Англии, как всегда, это дело было еще позже. Вот, потому что там, значит, вот этот непонятной страной дух свободы, откуда взявшийся, значит, он всегда, значит, оказывает сопротивление таким вещам. Вот. Там только в конце 18-го, ну, вплоть до середины, по-моему, 19-го шла возня, вот, но уже сама идея как бы отделить тоже бюджетик, значит, короля от бюджетика государства, то есть бюрократии, вот, она возникла только в это время, да, то есть конец 18-го, начало там, 19 века, и с момента, когда парламент начал выделять королю просто регулярное содержание, грубо говоря, можно считать, монархия как таковая в Британии закончилась. Да? То есть просто это было уже статья бюджета. Вот это было уже статья бюджета, а не, значит, доход, значит, там, королевской семьи, которая отдельно там где-то там собирается. Вот. Но это было буквально там 200 лет назад. Да? Это случилось, но очень поздно.
Ну вот. Почему? Потому что, опять-таки, этой идеи в башке не было, да, то есть башка была нормальная, она думала по схеме, значит, если крякает как утка, то это, значит, утка, вот, а не по тому, что вот у нас, значит, на стене тут расписаны полномочия и так далее, и так далее. И это есть первично, а все остальное это уже к нему прилагается потом. Вот, и давайте-ка мы вот это нарисуем, вот по-другому стрелочки переставим, у нас все будет хорошо. Вот. Так что вот, кстати говоря, можно поставить себе задачу трудно, так сказать, исполнимую, но я думаю, результат будет очень интересный. Нарисовать, значит, реальную конституцию Соединенных Штатов. Вот, потому что я немножко как бы тоже почитал по этой теме, и я понял, конечно же, что да, ничего вообще не имеет с той конституцией, за которую сейчас там они там, значит, все эти консерваторы типа сражаются. Ну вот, там близко ничего такого нет, то есть устроено все совершенно иначе, чем это предполагает Конституция. И это есть не какой-то там отход или там какие-то немножечко не так, или тут вот это там какие-то явочным порядком присвоены. Но это есть все на самом деле, то есть оно просто по-другому работает. Вот. Просто по-другому работает, и роль президента там, кстати говоря, не так велика, мягко говоря, да, опять-таки, как нам кажется. То есть там совсем другие, так сказать, институции, ну вот, имеют гораздо больший вес, чем президент.